Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать полки с цветами и цветоносами, которые находятся позади меня, и рассказать свой маленький секрет, как я поливаю орхидеи, чтобы добиться такого цветения. Для постоянных зрителей моего канала это не будет таким уж совсем новым рассказом, а вот для новых моих зрителей я покажу и расскажу, чем я поливаю свои орхидеи для такого цветения. Но цветение только начинается. В каждом регионе это по-разному происходит. У нас регион жаркий, и до сентября держится очень высокая температура. А при высокой температуре порядка 30 градусов орхидеи не любят выпускать цветоносы. Но в этом году цветение началось на 20 дней раньше, потому что сентябрь был холодным. Буквально с 10 сентября опустилась температура до 10-15 градусов тепла на улице, а отопление нам еще не включили. И вот на этой разнице и при помощи одного из моих любимых удобрений я получаю сейчас и цветение. Ну вот прекрасно, смотрите, какая мини-орхидейка стоит чудесная. Вот такое цветение и обилие цветоносов. Обычно, когда у нас теплый сентябрь, цветение начинается только к Новому году. Давайте посмотрим, какие орхидеи у меня начинают зацветать. Я не буду сейчас говорить про каждую орхидею, как она называется, или сколько она у меня живет и сколько ей лет. Мы просто посмотрим на красивые цветы.
совсем-совсем скоро мы увидим позади меня красивое и пышное цветение. Я сегодня не буду вам показывать и другие комнаты, и другие полки. Обязательно покажу, там тоже растет лес цветоносов. Обязательно покажу все. Начинают зацветать наши экспериментальные орхидеи, и это я вам тоже буду показывать. Так чем же я таким хитрым пользуюсь? Но вы знаете, что я люблю минимальный уход за орхидеями и не стараюсь их стимулировать какими-то гормональными средствами. И пользуюсь чаще всего бюджетными удобрениями, которые можно купить у нас в любом магазине. И это самое главное бюджетное удобрение – монокалий-фосфат. Для цветения орхидеям очень нужен калий. В этом удобрении калия содержится 33%. Но это не единственное удобрение, которым можно пользоваться, не люблю это слово, но скажу, для стимуляции орхидеи к цветению. Есть и другие удобрения, которые тоже содержат большое количество калия. И в одном из своих роликов я рассказывала, как прочесть состав удобрения. Ссылочку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео, и вы можете узнать, какое удобрение нужно выбрать для цветения. Но это основное, которым пользуюсь я. Ты мешаешь. Ложись скорее, ложись. Не обращай на него внимания, ложись. Ложись. Все, лежать. Лежи. Вот, ложись, все, молодец. Так когда же начинать пользоваться таким удобрением? Я вам не просто так рассказывала про разницу температур. Вот именно на разнице температур и нужно начинать орхидеи поливать таким удобрением. Но в каждом регионе это по-разному. У нас это или конец сентября, или начало октября. В более прохладных регионах это может быть и август. А сколько нужно поливать этим удобрением? Я всегда поливаю таким удобрением до распуска первого бутона. Я не поливаю орхидеи никакими удобрениями, когда они цветут. Закончили свое цветение, тогда полив следующими удобрениями. Об этом я тоже часто рассказываю. И, конечно, после цветения буду еще раз вам рассказывать, какие удобрения я буду использовать после цветения. А может быть, что-то новое в продаже появится. Мы с вами опять что-нибудь попробуем. Но если у кого-то не цветут орхидеи совсем, вот никогда, вот 5 лет простояли, а было в прошлом году такое, когда мне писали, что 8 лет у меня находятся орхидеи и ни разу не цвели. А вот при поливе таким удобрением зацвели практически все. И если у вас даже сейчас еще не начали цвести орхидеи, полейте таким удобрением. И ваши орхидеи обязательно порадуют вас своим пышным и обильным цветением. Чудесное удобрение, рекомендую всем. А самое главное, что оно очень бюджетное. Вот такой пакетик 20-граммовый у нас сейчас стоит всего 12 рублей. Использую я такое удобрение 1 грамм на литр воды. И мои орхидеи всегда обильно и пышно цветут. Желаю вашим орхидеям тоже пышного и красивого цветения. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.